Вы уже знаете по моему предыдущему видео, что мне нравится жить в России. Если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. В этом видео, как я обещала, я расскажу, что мне не нравится в России. Поехали! Всем привет, меня зовут Мэри Джейн, я родом из Филиппин, но в последний год я живу в России. Когда я только прилетела в Россию, я попала в Москву. И, конечно, я была приятно удивлена. Там мне понравилось все. Квартиры, тротуары, парки, общественный транспорт. Но потом я уехала из Москвы и поняла, что не все так прозаично. Пробки, конечно, существуют во всем мире, но я думаю, что в Москве это один из самых больших недостатков. Наверное, это бросается в глаза, потому что остальное в Москве очень круто. Хотя я не уверена, что в Москве пробки хуже, чем в Маниле, в столице Филиппин. У нас с этим тоже большие проблемы. В комментариях под моими видео люди спрашивали, почему я коплю на танк. Это шутка из видео, в котором я балансировала колеса. Мы ехали на машине, и когда я заметила очень плохую дорогу, я сказала: Блин, надо купить танк. Это Россия! Конечно, такие дороги мне не нравятся. Разумеется, так не везде. Но у нас в городе дороги действительно плохие и значительно отличаются от московских. Сначала я думала, это только моя подруга такая, а потом я взяла такси и заметила, что таксист водит примерно так же. Постоянно перестраивается, ускоряется и тормозит. Наверняка не все водители в России такие, но почти всем, с кем я ездила, такие. Я была шокирована и побаивалась за свою жизнь. Может быть, потому что на Филиппинах мой папа всегда водит очень аккуратно. В моем последнем видео я говорила, что мне нравится погода в России, но что мне в ней не нравится, это ее непредсказуемость и переменчивость. Когда я смотрю в окно, мне кажется, что погода отличная, но когда я выхожу на улицу, обычно оказывается, что я одела не ту одежду. Ничего не понимаю. Так сложно понять, какую одежду мне носить, чтобы не заболеть. Это потому, что я не росла тут и у меня мало опыта. На Филиппинах погода всегда жаркая, поэтому легче подобрать одежду. Это моя недавняя проблема. Мой циркадный ритм испорчен из-за того, что темнеет очень поздно. И я не ощущаю, что уже поздний вечер. Поэтому ложусь зачастую около полуночи. А восход наоборот так рано, что я просыпаюсь слишком рано, около 3 или 4 утра. К счастью, недавно заказала себе вот такую маску. И теперь сплю гораздо лучше. На самом деле я заказала 4 подарок друзьям и родным. Так что если вы тоже хотите спать как следует или думаете над подарком для близких, я оставлю ссылку в описании. Я очень удивилась, когда впервые увидела тут комаров. Например, тот, которого я видела на днях. Боже мой, такой большой! Это самый большой комар из всех, что я видела за всю свою жизнь. В этом видео я упоминала, что многое в России больше, чем в Азии. Но я не думала, что комары тоже. Ладно, то, что они большие, не так уже плохо. Их легче увидеть. Еще они очень шумные. А у нас в Азии комаров почти не слышно. А в России они могут летать в другом конце комнаты, а слышно их, будто они летают над самым ухом. Комары всегда кусают меня, поэтому я не люблю их. Кто вообще любит этих комаров? Никто. Лягушки любят. Когда я впервые столкнулась с подачей документов в России, это оказался тот еще геморрой. Мне дали список нужных документов, я принесла их, а оказалось, что нужны еще документы, которые не были в списке. Еще больше добавляет забот то, что я плохо понимаю русский язык. Поэтому подача любых документов обычно вызывает у меня беспокойство.
Конечно, я знаю, бюрократия – это проблема во всем мире, и Россия не уникальна в этом. На Филиппинах, например, бюрократии тоже хватает. Но я просто хотела поделиться своим опытом и рассказать о том, что мне не нравится в России. Ну и все. Недавно я видела посты, где показывали наводнение в России, и я думала, что это был фейк. А потом мой друг сказал, что потопы реально случаются в России. И что здесь практически нигде нет ливневой канализации. И даже такой развитый город, как Москва, запросто может затопить. Я была удивлена, я не понимала, как это возможно. В Юго-Восточной Азии наводнения случаются часто. Поэтому ливневая канализация из года в год улучшается. Например, в Таиланде все дороги сразу строятся с ливневкой. Она, конечно, не всегда сразу справляется, особенно на Пхукете, где строят. Почему-то туннели вместо эстакад. Но в отличие от России, она хотя бы есть. На Филиппинах все еще бывают наводнения в некоторых частях страны, но правительство работает над улучшением ситуации. В общем, я не ожидала, что в такой развитой стране, как Россия, ливневки просто может не быть. Поэтому удивилась, а почему у вас этого нету? Если вы знаете, напишите в комментариях. Разумеется, в России еда не как в Юго-Восточной Азии. Есть продукты и блюда, которые у нас совершенно обычные и дешевые, а тут их трудно найти. Я стала думать, чего из этого мне не хватает, и оказалось, что тут много чего нет. Судя по комментариям, русские почему-то думают, что мы в Азии едим насекомых и тараканов. Это совсем не так. У нас много замечательных и очень вкусных блюд. О многих из них вы никогда не слышали. А зря. Их обязательно стоит попробовать. А тараканы и насекомые – это скорее экзотика для туристов. В общем, я обязательно сделаю видео о том, какую еду стоит попробовать в Азии. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Мне интересно, что вам не нравится в России и что думаете, с этим можно сделать. Я буду ждать ваших комментариев. Саламат по...